Привет! Похоже на то, что мастодонтам бюджетного сегмента ТВС наушников QCY и Halo придется немного потесниться. На рынок вышел интересный игрок — беспроводные наушники Soundcore Live P2 Mini от Anker. При средней цене плюс-минус $25-30 они предлагают очень занимательное звучание со встроенными прямо в наушники звуковыми пресетами и при этом показывают очень даже неплохую автономность. Ну а что еще интересного есть в данной новинке, я и расскажу тебе сегодня в течение нескольких минут. Поставляются наушники в простой картонной коробке, и в моем случае, увы, целой она не доехала. Уж не знаю, чья почта так постаралась, но будь готов к подобному исходу. Коробка просто в хлам. Единственное, что немного успокаивает, так это то, что содержимое осталось невредимым. Внутри тебя встречает кейс с уложенными в него наушниками, кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр и пачка бумажного чтива. Инструкция подробная на английском языке, и вот ее я советую изучить перед началом эксплуатации, по крайней мере по части жестов управления. Кейсы сами наушники выполнены из матового пластика, что обычно используется в подобном сегменте. Он не дешманский и не выглядит хрупким, но бюджетность устройства подчеркивает. На корпусе также имеются и глянцевые дизайнерские элементы, и в целом это смотрится гармонично и весьма неплохо. На передней стороне зарядного кредла расположили трехточечную индикацию, а на противоположной разъем для зарядки. Внутри между посадочными местами наушников поместили круглую кнопку активации и сброса устройства до заводских настроек. Нажимается она мягко, без характерного щелчка. На внутренней стороне крышки имеется уплотнительная софт-тач прокладка, чтобы наушники не вылетали из посадочных мест при тряске. Вообще, что касается деталей, то такой подход анкеров даже к своим бюджетным наушникам очень даже подкупает. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Главного в паре нет, и наушниками можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Петля крышки пластиковая, без доводчика, но при этом имеет встроенный фиксатор в верхнем положении. Крышка открывается на 90 градусов и не болтается, хоть и имеет небольшой люфт как в закрытом, так и в открытом положениях. Габаритные размеры зарядного футляра по длине, ширине и высоте составляют 62 на 44 и на 31 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается 46 грамм, без 37. Внутри установлен аккумуляторный блок на 540 мАч с номинальной емкостью 366. Как это понять, я если честно не знаю, такое вижу впервые, но именно так гласит надпись на нижнем торце кейса, так что какую цифру брать за основную, я если честно не понимаю. Расположение наушников внутри кейса имеет горизонтальную укладку, и доставать их оттуда при таком раскладе очень удобно. По возможностям работы с медиаплеером наушники умеют ставить трек на паузу по двойному касанию и переключать композиции по удержанию пальца на сенсорной области в течение 1,5 секунд. Правый отвечает за перемотку вперед, левый назад. Управлять громкостью с наушников, к сожалению, нельзя, и датчики автопаузы на борту отсутствуют. При этом переназначить имеющиеся жесты управления также никак нельзя, потому как с приложением данная модель не работает. Из интересного, как я уже упомянул в самом начале, в наушниках на постоянку зашито переключение между тремя пресетами эквалайзера. На борту имеется стандартный режим воспроизведения, режим бас-буста с усилением по низам и режим подкаста для выделения верхних частот. Активировать и переключать все это дело можно посредством тройного тапа по правому наушнику. То же действие по левому вызывает ассистента. Единственным мелким недостатком, как по мне, является отсутствие голосовой озвучки этих самых режимов эквалайзера. Было бы неплохо знать в режиме онлайн, какую надстройку ты включил. Что же до самого звучания, то я не зря в самом начале сказал, что наушники имеют очень хорошие перспективы потеснить на рынке Xiaomi-шные саббренды. И вот как бы я не любил сбалансированное звучание, но в данном случае мне понравилась работа наушников именно в режиме бас-буста. Середина при таком сценарии немного сдает свои позиции в угоду более глубокому звучанию в низком частотном регистре, но оттого вся картина в целом только выигрывает. В композиции появляется насыщенность и мощь, а сам бас раскрывается интереснее, нежели в обычном пресете. Да, это можно назвать своеобразным украшательством, но в большинстве своем я уверен, что многим зайдет именно такая надстройка. Тем более, что верха тут не задраны и не высверливают мозг. Их именно то количество, которого будет достаточно большинству пользователей. В режиме подкаста наушники их также не задирают, а лишь сбавляют средние и низкие. Так что тем, кто любит смотреть видео на ютубе, слушать аудиокниги или те же подкасты, данный пресет придется по вкусу. Если же говорить об общем восприятии и громкости, то могу сказать однозначно, что запас тут есть и весьма приличный. Наушники не тихие, и их максимума будет многим даже с избытком. За работу по этой части отвечают 10-мм динамические драйверы, которые трудятся в тандеме с аудиокодеком AAC.
Свой тест автономности я проводил как обычно на 100% уровне громкости и при активированной басовой надстройке. Мой результат в данной дисциплине составил 5 часов и 21 минуту. Разумеется, если слушать наушники в стандартной настройке или в режиме подкаста, то автономность должна быть немного больше. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают встроенные в наушники микрофоны. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках Anker Live P2 Mini. Вот таким образом они в закрытой машине звучат. Я по традиции открываю окна с двух сторон. Сюда нас задувает порывами ветер. Также еще есть небольшой шум от дорог. Мимо проезжают машины. Ну и примерно вот так это будет слышать собеседник при таком сценарии использования. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Вот таким вот образом она потихонечку уже в течение где-то 5-6 секунд наберет полностью обороты. Вот такой вот шум в машине у меня сейчас вот стоит в данный момент, в момент теста. Ну и примерно вот так вот будут тебя слышать собеседники, если ты будешь с ними разговаривать по вот этим наушникам, обогреваясь зимой своей печкой в машине. Ну вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Anker Soundcore Live P2 Mini. Таким образом они отрабатывают возле дороги. Сейчас я нахожусь на таком неком шоссе. Машин здесь не так много, но тем не менее они проезжают, и я, собственно, стою прям буквально у подножия этой самой дороги. Поэтому шум этих наушников должен как-то отсекаться, если таковой шумодав здесь имеется. Ну вот как-то так все работает. Пиши в комментариях, понравилась ли тебе работа данных микрофонов. Ну а я буду продолжать свой обзор дальше. В наушниках нет специального игрового режима, оттого результаты в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile получились весьма стандартными. Мой интервал по задержкам составил классические 200-240 миллисекунд. Зато YouTube смотреть в этих наушниках очень даже комфортно, особенно, как я уже сказал, с использованием подкаст режима. По стабильности связи наушники не страдают отвалами соединений и по этой части проявили себя отлично. Заявленную стандартную 10-метровку вдали от источника преодолевают они без проблем. Передачу сигнала обеспечивает современный модуль Bluetooth версии 5.2. Ну и подводя некий итог, могу сказать однозначно, что наушники мне очень понравились. Они простые, без заморочек, с хорошим звуком и автономностью. Здесь разве что работа микрофона не такая хорошая, как у тех же QCY T13, но в целом P2 Mini могут с легкостью пополнить копилочку рекомендуемых мной к покупке бюджетных ТВС наушников. Ну а на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.